Ciao a tutti! Pizza, pasta, пепестрелло, дольче вита, мамма мия! Сегодня перенесемся в солнечную Италию, чтобы познакомиться с белиссимо брендом Farina. Между прочим, с палатками этого бренда ходил на восьмитысячнике сам Райнхольд Месснер. А прежде чем мы начнем наш рассказ, подписывайтесь на наш канал. А если вам понравится это видео, не забудьте поставить лайк. Por favor. В России марка Farina хорошо известна только знатокам экипировки и старожилам. А вот в Европе этот итальянский бренд в представлении не нуждается и сомнений в репутации не вызывает. Компания существует с 1870 года, это уже больше 150 лет. Это один из старейших в мире производителей экипировки для активного отдыха. Наибольшую славу снискали палатки Farina. С их производства началась история компании, и они по сей день остаются визитной карточкой марки. Зародился бренд, когда Чезаре Феррино придумал, как создать надежный водонепроницаемый материал. В своей малярной мастерской в Турине он проводил первые эксперименты по производству вощеной ткани. И сработало! Непромокаемая ткань была создана и тут же привлекла внимание видных деятелей Италии. Сначала в мастерскую Farina обратился основатель автомобильного концерна Fiat Джованни Аньелли. Ему был нужен непромокаемый чехол для машины, а затем уже и итальянская армия выбрала компанию для сотрудничества, чтобы производить палатки. В 1910 году Farina запускает свой первый продукт для массового производства – палатку Червина, что, кстати, в переводе с итальянского «Матерхорн». Естественно, палатки из материалов с такими свойствами не могли не радовать альпинистов и исследователей в начале 20 века. И повезло, что история развития бренда удачно совпадает с бурным развитием альпинизма в мире. Поэтому Farina быстро становится синонимом мира аутдор. В 1937 году итальянский исследователь Альберто Мария де Агостини во время своей экспедиции в Южную Америку использовал палатку Farina. Такое боевое крещение еще больше привлекает внимание путешественников к бренду. Кстати, Альберто де Агостини первым описал Магелланов пролив, написал 22 книги на разных языках и оставил драгоценную коллекцию из нескольких сотен фотографий Патагонии и огненной земли. На юге архипелага даже существует национальный парк, названный его именем. А Farina экипировала исследователя на протяжении всей его жизни. В 40-х альпинисты поднимаются все выше, и технологии Farina не отстают. Компания выпускает высокогорную палатку с технологией внешнего тента Triplex, способную выдержать любые ветра и суровые непогоды. В 60-е годы в Европе происходит аутдор-бум. Палатки Farina идеально подходят для кемпинга и семейного отдыха, но вот для экспедиций такие тенты были тяжеловаты. В компании понимают, надо снижать вес, и меняют тяжелые деревянные дуги на алюминиевые, чем значительно снижают вес палаток. А однажды на пороге компании появляется Райнхольд Месснер. Тогда он только мечтал взобраться на все восьмитысячники в мире, а для этого ему нужно было легкое и надежное снаряжение. Сотрудничество с выдающимся альпинистом сыграло огромную роль в развитии Farina. Месснер был невероятно популярен и нес аутдор-культуру в массы. Его влияние отзывалось эхом по всему миру и подтолкнуло компанию на создание качественных и доступных палаток не только для профессиональных альпинистов, но и для любителей. В 1990 году, во время экспедиции в Антарктику, Месснер признался, что палатка Farina спасла ему жизнь. Тогда не было такой связи, как сейчас, и из гаджетов у Райнхольда был только GPS-маячок. Точка с расположением Месснера на карте приклеилась на 3 дня. Все были очень обеспокоены и уже думали о худшем. А оказалось, что Месснер попал в жесточайший шторм и не мог выйти из палатки в течение всех этих 3 дней. По возвращении домой он позвонил в офис Farina и так и сказал: «Ваша палатка спасла мне жизнь». В чем же отличие палаток Farina от других? Итальянцев из Farina точно нельзя назвать главными инноваторами в индустрии активного отдыха. Снаряжению марки скорее свойственен разумный консерватизм. Farina стараются использовать только проверенные временем решения и материалы, особенно когда речь заходит об экипировке для экстремальных условий. Во многом поэтому компания не стала вовлекаться в мировой тренд на снижение веса. Да, их палатки не назовешь ультралегкими, но их вес вполне адекватен для своего класса, тем более если учесть все их функциональные особенности. Хотя в каталоге компании есть и ультралегкая серия Lightline. Короче, выбирая между весом и прочностью, разработчики из Farina обычно предпочитают второе. В ход идут только крепкие ткани, устойчивые к длительному воздействию ультрафиолета,
а также устойчивые к сильным нагрузкам. И даже модели, которые позиционируются компанией как ультралегкие, создаются из прочных материалов, а основная экономия в весе достигается за счет изменений в конструкции. Такой подход делает палатки Ferrino очень долговечными, и они легко переносят небрежное обращение со стороны туриста, которого практически не избежать в походах. С точки зрения материалов, ноу-хау Ferrino являются тенты с тонким алюминиевым покрытием на изнаночной стороне. Оно продлевает срок службы водостойкого покрытия, а также дает глубокую тень, отчего палатка медленнее нагревается в лучах утреннего солнца и позволяет поспать чуть подольше. Также алюминиевое покрытие отражает инфракрасное излучение и незначительно повышает теплоизоляцию палатки. Для ветеранов российского туризма, видавших разное снаряжение, добавим, что металлизированные ткани Ferrino намного прочнее, долговечнее и не склонны к осыпанию водоотталкивающего слоя, в отличие от дешевой серебрянки, которая часто применялась в недорогих палатках в былые времена. Также ткань тентов и дна соответствует стандарту безопасности, который означает, что материал обработан пламязамедляющим составом. Ткань только плавится, но не загорается от искры или выстрелившего уголька. К тому же подавляющее большинство палаток Ferrino сделаны с запасом. То есть, если модель заявлена как трехсезонная, ее точно можно полноценно использовать с ранней весны до поздней осени, а не только летом и в теплое межсезонье. Поэтому у многих формально трехсезонных палаток Ferrino есть ветро- и снегозащитная юбка, которую сегодня не всегда встретишь даже у четырехсезонных моделей. Многим такой подход кажется устаревшим, но только не туристам, знающим, что такое северное лето. Вообще, Ferrino с особой серьезностью подходит к тестированию новых образцов снаряжения. В 1994 году компания даже открыла собственную лабораторию HiLab для тестирования материалов и опытных образцов в полевых экстремальных условиях. HiLab находится в Италии на склоне горы Монте-Роза на высоте 3585 метров. Она работает в июле и августе и открыта для всех альпинистов и туристов, желающих принять участие в испытаниях продукции. Сегодня в коллекции HiLab есть практически все необходимое снаряжение для альпинизма. Рюкзаки, спальные мешки и, конечно же, палатки. Наряду с коллекцией для альпинистов компания выпускает весь спектр снаряжения для туристов, которое тоже тестируется большой командой амбассадоров. Помимо тур и альп-снаряжения, в 2009 году Ferrino создали специальный костюм для спелеологов, работающих в адских условиях пещеры кристаллов Cueva de los Cristales в Мексике. Она находится на глубине 290 метров под землей, где температура может достигать более 50 градусов по Цельсию, а влажность около 100%. Благодаря разработке компании спелеологи могут находиться в самом центре пещеры по крайней мере 80 минут. И это еще не все. Ferrino также поставляет палатки, передвижные госпитали и одежду правительственным и гуманитарным организациям, таким как ООН, Красный Крест или Итальянская организация гражданской обороны, а также другим органам, проводящим аварийно-спасательные работы в районах стихийных бедствий и войн по всему миру. Например, на время пандемии Ferrino максимально сосредоточили силы на производстве полевых госпиталей и отшивали такие для всей Италии. А еще компания активно развивает туризм на родине. Знаете ли вы, что через Италию проходит самый длинный пешеходный маршрут в мире? Путь длиной более 7000 километров пролегает сквозь все 20 регионов страны, через величественные горы, многовековые леса и крошечные деревушки. Это как 20 разных миров, в каждом из которых свои пейзажи, диалекты и ремесла. Называется тропа Ва Синьеро. Идея ее создания появилась еще в 90-х годах. Правда, со временем это дело забросили. А вот в 2019 году был создан проект по восстановлению маршрута. Инициативу активно поддерживает Ferrino. Тогда же в 2019-м они начали путешествие по Ва Синьеро, день за днем фотографируя и документируя каждый шаг, чтобы потом предоставить всю эту информацию каждому путешественнику, собравшемуся пройти этот путь. Ссылку на проект и путеводитель по Ва Синьеро я оставлю под этим видео. Там же будет ссылка на новую коллекцию бренда в магазине «Спортмарафон». Вот так, начав с маленькой малярной мастерской в Турине, Ferrino превратилась в одного из самых знаменитых производителей аутдор-снаряжения, популяризатором активного отдыха и оплотом гуманитарной помощи. Мы рады представлять продукцию бренда Ferrino в России и уверены, что это только начало пути. Грация, что посмотрели это видео. А теперь самое время планировать путешествие. Ну а мы пошли готовить следующий выпуск. Аривидерчи!